Здравствуйте. В моем детстве у нас на районе ходил человек, который все время сам с собой разговаривал, громко. Это был какой-то такой его диалог с самим собой. Это было шумно, бурно, и мы его очень боялись. И считали, что он не в себе. И на самом деле человек был нездоров. Но чем же мы отличаемся от подобных людей? Совсем немногим. Просто мы вслух не произносим тот диалог, который у нас в голове все время крутится. Все, конечно, помнят, и все знают, и все сразу же могут наблюдать у себя в голове постоянный, неутихающий, может быть, затихающий на период сна, и то не факт, внутренний разговор, внутреннее порождение мыслей, брожение мыслей из одного угла в другой, и мы скользим от одной мысли к другой мысли. И все эти мысли, как правило, тревожного характера, несут за собой беспокойство, стресс. Почему? Потому что благостные мысли у нас в голове надолго не задерживаются. Раз и ушли. А вот тревога, она все время на себя внимание оттягивает и все время держит нас на крючке. А знаете, как здорово это, когда вдруг ты можешь взять и убрать этот внутренний диалог. Вот сейчас. Чудесное состояние. Наслаждение получаешь от того, что все затихло, и вдруг спадает пелена, и мир видишь таким, какой он есть. Как будто бы протер стекла у себя в квартире. И оказывается, мир искрящийся и такой звонкий, и очень четкий, и совсем другой. Многие люди говорят, что это невозможно, что это естество, это человеческая внутренняя постоянная болталка. На самом деле нет. И на самом деле это не так уж и сложно достичь это состояние. Нужно, правда, потрудиться очень сильно. Давайте разберемся сначала. Почему он возникает? Его порождает наш ум. Зачем он это делает? Наш ум – это замечательный инструмент для решения задач. Но так как задач много в нашей повседневной жизни, он чаще всего бывает на поверхности. В отличие от других наших ментальных составляющих, это разум, дух, душа. И он все время востребован, и он все время крутится и вертится на самом переднем плане. И ему это очень нравится. И если вдруг возникнет ситуация, где он не нужен, где нету ему применения, он очень сильно беспокоится, что как-то он потеряет свою значимость. Это знакомо, наверное, в производственной, в какой-то профессиональной среде. Есть люди, которые все время хотят быть на виду у начальства, хотят быть всегда важными. А вот давайте такой пример рассмотрим. Представьте себе, что у кого-то есть какое-то заведение, например, ресторан. Там есть сам хозяин, есть администратор и есть остальной персонал. И есть посетители, конечно же, в этот ресторан. И есть какой-то процесс. И когда хозяин этого ресторана держит все на контроле, вся инициатива исходит от него, и администратор ее воплощает в жизнь, это одна ситуация. Но зачастую бывает так, что хозяин ушел куда-то. Например, заперся у себя в кабинете и лег на диванчик и спит, и вообще оттуда не выходит. Очень долго не выходит. Все время не выходит. Чем-то там занят. Или не занят, как правило. Администратор рулит всеми процессами, он очень важен, все обращаются к нему, и в какой-то момент он решает, что он и есть, в общем-то, источник всего тут происходящего, и он самый главный. И в конце концов, наверное, ресторан все-таки это его. Он и есть хозяин ресторана. И все ему верят, потому что на самом деле решает он, что-то он делает, суетится, самый громкий, самый важный, это он. Другие посетители, которые к нему приходят в ресторан, они такие же администраторы своих заведений.
где хозяева спят. И все ему верят, и все вот так и происходит. И это очень нравится уму нашему быть на поверхности. В этом случае администратор. Стоит только хозяину открыть ключиком дверь и попробовать выйти, как администратор, чтобы это как-то не выпало из его рук, руководство, создает какую-то ситуацию тревожную. Там, не знаю, все стаканы разбились и катастрофа. А так как хозяин уже обленился, он говорит, ну-ка там решитесь, там, займись там, и сам назад уходит. Потому что ему это уже скучно и неинтересно. Он уже не может этим заниматься. И руководителем остается наш администратор. И каждый раз он все время создает какие-то ситуации. Тревожные ситуации. То же самое происходит и у нас в голове. Наши мысли все время тревожные, наш ум все время работает, создает вот этот гул, этот фон. И, во-первых, мы не можем проявить свои более серьезные аспекты ментальной части. Наш дух, нашу душу, разум. А во-вторых, ум, занятый вот этой всей ерундой, не может быть точным инструментом для решения задач. Он уже очень такой нечеткий. Это нужно исправлять. Так не должно быть. Для этого мы и начинаем нашу практику, которая называется Анапана. Это одна из древних индийских практик, которую еще Будда Шакьямуни предлагал своим ученикам в качестве методики для приведения своего ума в порядок, чтобы сделать ум тихим, спокойным и дисциплинированным. Что же это за практика? Практика сродни дрессировке. Мы будем дрессировать свой ум. Точно так же, как дрессируют, например, собачек. Что нужно для того, чтобы выдрессировать собачку? 3 вещи. Задача, которую ставите перед собакой, терпение и время, которое нужно потратить на то, чтобы этого добиться. Не будет времени или не будет терпения, ничего не получится. То же самое мы будем делать с нашим умом. У нас есть ощущения, которые возникают вследствие нашего дыхания в наших ноздрях на внутренней поверхности. И мы направим наш ум заниматься наблюдением за этими ощущениями, изучением этих ощущений, сопоставлением и так далее. И больше ничем он не должен заниматься. Только этим. Как часовой он должен встать около ноздрей и наблюдать за ощущениями, которые вот от входа в ноздри до переносицы. Как в левой, так в правой. И все. Это очень скучное и такое достаточно непрестижное занятие для ума. И он попытается сразу же уйти куда-то. Мы, как только замечаем, что он уходит, терпеливо, не нервничая, направляем его обратно. Смотреть нужно за ощущением. Он опять уходит, мы его опять возвращаем. Он опять уходит, опять возвращаем. Он видит, что не получается, начинает подбрасывать нам свои тревожные мысли. Например, там, не знаю, выключил ли я утюг или выключил я утюг. И бах, и выходишь из этого состояния. А оказывается, вообще и утюга-то уже нету, не то, что он включен и не включен. Все время что-то он начинает вбрасывать. Или что-то с телом. Ой, мне теперь неудобно сидеть. Ой, у меня затекло. Хотя до начала занятий ничего не затекало. Действует через тело, через тревожные мысли. Если это ему никак не удается, то тогда он начинает вас уводить в сон. Как и та же собачка. Не хочет делать, но и убежать не может. Тогда она берет и засыпает. Нельзя засыпать. Это тоже уловка ума. Не работать. И 4-я уловка, которую он сразу же предлагать начинает, она уже такая наиболее хитрая. Вроде бы занимаешься
а вроде бы и еще где-то на фоновом плане еще думаешь о чем-то, а потом хоп и меняешься. Занятия превращаются таким фоном идут, а сам там где-то болтаешься. И это я про ум. И когда, ой, вы начинаете смотреть, что оказывается там мы не занимаемся, вроде бы идет практика, а на самом деле что-то еще происходит. Это тоже нужно исключать, заниматься только этим. Если удастся непрерывно 3 секунды удержать ум только в наблюдении, это хорошо. Если это будет 5 секунд, это прекрасно. Если 10 секунд на протяжении, допустим, часа практики, несколько раз по 10 секунд, это уже успех. И тогда можно будет перейти к следующему этапу практики. На первом этапе мы оттачивали наш ум, превращали его в инструмент. Такой грубой прямо, грубой наждачкой чистили. Теперь можно сделать то же самое, но более тонкий наждак. Мы будем наблюдать уже за ощущениями, которые возникают в этом треугольнике над губой. Не в ноздрях уже, а над губой. И то же самое. Это уже следующий уровень. Я в этом видео сейчас рассказываю весь этап, все этапы. Но нужно заниматься одним до того момента, пока не достигнете там твердого и уже устойчивого результата. Наблюдаем за ощущениями в этом треугольнике. Точно так же. Наблюдаем, смотрим. Допустим, садимся и занимаемся этим 45 минут без остановки. Когда уже наступает ощущение, что вроде бы получается, ум все больше и больше становится послушным, попробовать надо следующую вещь. Следующий этап, 45 минут, делать то же самое, но запретить себе двигать руками и ногами, не шевелиться. И это будет усложнять задачу. Нельзя двигаться, ограничения для ума в его деятельности и только наблюдение. Когда и это все начинает получаться, можно перейти к следующему этапу. Наблюдение уже за вот этой ямкой, за ощущениями, возникающими в этой ямке. Это еще более тонкая шлифовка нашего ума. И когда получится беспрерывно 10 секунд наблюдать, не уплывая, не ускользая, то тогда можно сделать то же самое, только не шевелясь. Когда вы уже будете уверенно практиковать и сидеть, и спокойно наблюдать, вы увидите, что вы сильно изменились. Для того, чтобы это оценить, можно вернуться назад и посмотреть на вашу практику, если вы сядете и будете наблюдать за ощущениями в ноздрях. Это будет вам настолько легко, что просто удивительно будет. Ум превратится в отличный инструмент. Помимо того, что ум станет точным и послушным, произойдет удивительная штука еще одна. Вы разделитесь со своим умом. Прямо с самого первого момента практики. Обычно мы считаем, что мы и есть наш ум, потому что он заполняет все. А тут вдруг мы наблюдаем за этим умом. Он превращается в объект наблюдения, и мы разделяемся. Это говорит о том, что проявляются следующие, более высокие аспекты нашего ментальной структуры. Уже мы наблюдаем за умом. Не то, что он руководит всем, а мы уже наблюдаем и его призываем к работе так, как нужно нам, не так, как нужно ему. Это удивительный и серьезный такой большой
шаг, который приведет к хорошим результатам. Такая практика анапана. Когда это все уже произойдет с вами, ее не надо бросать, потому что любой нож, любой инструмент, если его не затачивать и его не приводить в порядок, он тупится. Поэтому можно взять себе за привычку какое-то время посвящать раз в день, минут 30 хотя бы, сесть в покое и заставить свой ум делать то, что нужно вам. И тогда наступит замечательное состояние. Вы начинаете руководить. Не кто-то там вас ведет куда-то внутри этого беспокойства, а вы можете беспокоиться, а можете не беспокоиться. Это очень здорово. Дорогого стоит.